Ни в коем случае не ешьте курятину, пока не посмотрите это видео. Знаете ли вы, что ежегодно продается более 9 миллиардов кур и индеек? И то, что 99,9% из них фабричные и очень дешевые. На днях мы были в продуктовом магазине, смотрели на продукты, которые там продают, и увидели куры-гриль по $4. Я подумал, разве они могут себе это позволить? Ведь магазину нужна прибыль. Оптовой базе нужна прибыль. Сколько же денег вкладывается в корм для этих животных и заботу о них? В 1925 году кур выращивали 125 дней. Сейчас куры достигают зрелости за 47 дней, 1,5 месяца. Невероятно. Есть такой процесс кормления животных в ограниченном пространстве. Это часть фабричного производства. Под видео я дам ссылки по этой теме, а сейчас скажу, что при взятии анализов на содержание различных веществ в организме курицы, в перьях, клюве, когтях, были обнаружены антибиотики, применение которых было запрещено. И вот что интересно, как же эти антибиотики туда попали? Еще там нашли мышьяк. Мышьяк — это яд. Из-за мышьяка курятина выглядит очень-очень розовой, а еще он действует как антибиотик. Мышьяк в высоких концентрациях накапливается в перьях. Проблема в том, что перья добавляют в птичий корм, так что он возвращается в организм птиц. У птиц были обнаружены следы бенадрила, ацетаминофена, прозака. Это препараты от тревожных расстройств, ведь эти бедные куры буквально друг на друге сидят. При этом, чтобы они совсем не уснули, им дают кофеин. Их нужно постоянно кормить, чтобы они росли. А еще им дают вегетарианский корм. Иногда на упаковке с курицей можно увидеть все эти дивные надписи о натуральных кормах, натуральное, без обработки, выращено на вегетарианском корме, но на самом деле это ГМО-зерно, кукуруза и соя. Объясню разницу между бесклеточным или напольным содержанием и свободным выгулом. Многих это путает. Напольное содержание значит, птица не сидит в клетке. Кстати, размер самой клетки обычно не превышает размера листа бумаги. Вот и все ее жизненное пространство. Напольное содержание означает, что птица может выйти из клетки, ходить по птичнику, вместе с сотней тысяч других кур в небольшом пространстве, так что места не особо прибавляется. А свободный выгул тоже означает, что куры не в клетке, они все еще в птичнике, но в нем есть выход, чтобы они могли попасть наружу. Нам не говорят, как часто они выходят из птичника, но выход наружу у них есть. Вот что такое свободный выгул. Пастбищный выгул означает, что куры пасутся вне птичника, так что, покупая курицу или яйца, берите пастбищные и органические. С 1940 по 1971 года миллионы женщин принимали так называемый диэтилстилбестрол. Это очень-очень сильный эстроген. В 1971-м его запретили, потому что выяснилось, что он мало того, что неэффективен, но и очень вреден, вызывает выкидыши не только в первом, но и во втором и в третьем поколении. Но многие не знают, что широчайшее применение препарат нашел в животноводстве. Его запретили только в 1979-м. Так что, если вы родились раньше, есть шанс, что он попал вам в организм. Этот препарат влияет на эндокринную систему, щитовидную железу, яичники, яички, поджелудочную. И вынужден кое-что упомянуть, не к столу будет сказано. Речь о курином помете. Это всего лишь куриные экскременты, какашки. Их добавляют в корм для скота на многих животноводческих фермах. Этим пометом нельзя кормить кур, но рогатый скот вполне можно. Простите, что не обошлось без какашек. Наверное, я совсем испортил вам аппетит. Поймите вот что. У вас два варианта. Продолжать покупать обычных кур с птицефабрик, или можете перейти на органических. Да, они дороже, но поверьте, оно того стоит. Гораздо безопаснее пойти к фермерам, потратить чуть больше, зато купить курицу, которую выращивали в поле, пастбищную курицу, и быть уверенным, что о ней заботились. Да, она стоит $20 за полкило, но это гораздо полезнее, и в долгосрочной перспективе это окупится. Я хочу знать, что вы думаете об этом видео. Пожалуйста, напишите в комментариях свое мнение.